Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. Внезапно торговля между Соединенными Штатами Америки и Европой входит в новую фазу. Дональд Трамп прямо сейчас вводит новые пошлины и связывает их не с экономикой, а с Арктикой и Гренландией. И это еще не все. В Германии резко становится ясно, что прежняя ставка на американский рынок перестает быть надежной, а пошлины уже бьют по промышленности и рабочим местам. И на глазах разворачивается еще один поворот. Европа впервые за десятилетия делает ставку на крупное торговое соглашение с Южной Америкой, пытаясь уйти от зависимости Соединенных Штатов Америки и Китая. Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, прямо сейчас президент США Дональд Трамп объявил о введении новых торговых пошлин против Германии, Франции, Великобритании и еще 6 европейских стран. Эти государства участвовали в совместной разведывательной миссии на Гренландии, автономной территории Дании, имеющей стратегическое значение в Арктике. Вашингтон напрямую связал пошлины с этим участием. По сути, торговые меры используются как элемент внешней экономической стратегии, чтобы заставить Европу пересмотреть свою позицию по усилению присутствия в арктическом регионе и расширению влияния Соединенных Штатов Америки в этой зоне. Речь идет не о формальных тарифах по рынку, как мы с вами привыкли. Пошлины могут достигать до 25% и затрагивать ключевые экспортные товары. Для Европы это означает прямое вмешательство политики в торговлю между союзниками. Именно поэтому сегодня в Брюсселе готовится экстренный саммит Европейского Союза, на котором будут обсуждаться ответы. В Евросоюзе уже просчитали возможный объем контрмер до 93 миллиардов евро. Это расчетный объем американского экспорта, по которому ЕС способен ударить зеркально. В списке это сельхозхозяйственная продукция, алкоголь, промышленные компоненты и авиационные товары, чувствительные для отдельных штатов Соединенных Штатов Америки. Для Германии ситуация особенно болезненна. США остаются одним из крупнейших рынков сбыта для немецкой промышленности. Пошлины автоматически означают рост цен, потерю конкурентоспособности и риск разрыва контрактов. В прошлые годы подобные меры уже приводили к тому, что немецкие машиностроительные и автомобильные компании теряли заказы быстрее, чем успевали адаптироваться. Канцлер Германии Фридрих Мерц рассматривает происходящее как прямую угрозу промышленной базе страны. Его позиция заключается в том, что Германия не заинтересована в эскалации, но и принимать торговое давление без ответа не может. Для него это вопрос рабочих мест, инвестиций, устойчивости и экспортной модели. В Брюсселе линия намного жестче. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен исходит из того, что отсутствие ответа создает опасный прецедент. Если торговые пошлины становятся доступным способом давления между партнерами, ЕС теряет контроль над правилами торговли и собственным влиянием как экономического блока. История показывает, что первыми под удар попадают не транснациональные гиганты, а именно компании среднего уровня. Это поставщики, логистика, субподрядчики. Они быстрее теряют контракты и не могут переложить издержки. Затем последствия доходят до регионов, занятости и налоговых поступлений. Для потребителей это означает рост цен на товары и комплектующие, а значит дополнительное инфляционное давление. В условиях, когда наши доходы уже седаются арендой, страховками и продуктами, торговые конфликты напрямую отражаются на уровне жизни. В результате ЕС сейчас решает более широкий вопрос, то есть готова ли Европа защитить свои экономические интересы, когда торговля используется как инструмент международного стратегического влияния. И поэтому предстоящий саммит должен показать, станет ли ответ системным или ограничится переговорами без реальных последствий для Соединенных Штатов Америки. Следующая новость одна из самых важных для Германии. Это не первые пошлины, введенные США. За год действия американских пошлин влияние на немецкую экономику стало намного шире, чем нам с вами казалось в начале. США ввели дополнительные тарифы на товары из Европы, в частности и из Германии, с попыткой защитить вроде бы свой внутренний рынок и используя торговлю как инструмент давления. Внимание! По официальным данным, товарооборот Германии с Соединенными Штатами Америки, который в 2023 году составлял около 161 миллиарда евро, уже в 2024 году сократился, а в некоторые периоды поставок, например, в ноябре экспорт был примерно на 23-25% ниже уровня предыдущего года. Это отражает реальный спад экспорта, а не сезонные колебания. Я вам уже не раз говорил, что автомобильная промышленность пострадала в первую очередь. Пошлины на легковые автомобили в США выросли до 15%, тогда как раньше они были существенно ниже. Для таких брендов, как BMW, Mercedes и Porsche, американский рынок был не только большим по объему, но и прибыльным. При увеличении тарифа поставки из Германии стали дороже, что и привело к падению заказов и снижению маржинальности.
По оценке аналитиков Deloitte, из-за действующих тарифов немецкие экспортеры в США могли потерять, внимание, до 31 миллиарда евро выручки, особенно в таких секторах, как машиностроение минус 23% и фармацевтика около минус 20%. Эти оценки подкрепляются и фактами. Предприятия вынуждены сокращать объемы производства или переносить части цепочек за пределы Германии, чтобы снижать издержки. Финансовые результаты предприятий отражают и это давление. Малые и средние компании, у которых нет собственных производственных мощностей в Соединенных Штатах Америки, говорят о реальных потерях заказов. Например, поставщик электронных компонентов из Баварии отмечает снижение американских контрактов более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. Еще один показатель – это изменение логистических решений из-за пошлин. Часть немецких компаний переводят поставки в обход, то есть через заводы в Мексике и Канаде, где действует преференциальный режим. Это на бумаге снижает прямой экспорт из Германии, но одновременно означает перераспределение прибыли и рабочей нагрузки в пользу зарубежных подразделений. Такие изменения также отражаются и в оценках института ИФА, который пришел к выводу, что рост тарифа мог уменьшить рост ВВП Германии на 0,3% в 2025 году. При сохранении или увеличении пошлин влияние на экономический рост может быть еще более заметным. Внутренняя реакция в Германии смешана. Канцлер Фридрих Мерц подчеркивает, что Германия должна сохранять доступ к рынку США, но при этом настаивает на необходимости защиты ключевых отраслей. В то же время в Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен рассматривают возможности ответных тарифов на товары Соединенных Штатов Америки и ускорение торговых переговоров с другими партнерами, чтобы уменьшить зависимость от американского рынка. Это стратегическое изменение реакции от адаптации к активному противодействию. Есть и примеры, которые иллюстрируют, как эти процессы отражаются на обычных компаниях. Производитель машиностроительного оборудования из Нижней Саксонии, который традиционно экспортировал до 40% продукции в Соединенные Штаты Америки, сейчас перераспределяют поставки в Юго-Восточную Азию и на Ближний Восток, где выше спрос и ниже торговые барьеры. Это приводит к изменению деловой модели, которую компания выстраивала десятилетиями. И еще один факт: часть немецких автокомпаний начала рассматривать возможность увеличения локального производства именно в Соединенных Штатах Америки, чтобы избежать тарифов. Это решение дорогостоящее по инвестициям, но с экономической точки зрения оправданное, так как оно сохраняет конкурентоспособность на американском рынке за счет перераспределения ресурсов. С точки зрения урока для экономики Германии мы с вами видим, что экспортные успехи нельзя воспринимать как нечто постоянное. Рынки меняются, и торговые правила, соответственно, тоже. Зависимость от одного крупного рынка, например, от тех же Соединенных Штатов Америки, создает уязвимости, поэтому сегодня диверсификация экспортных направлений – это не только стратегия роста, но и защита от внешних шоков. Сейчас Дональд Трамп ввел пошлины не случайно, это часть более широкой политики Соединенных Штатов Америки, в которой торговые инструменты используются для достижения геополитических целей. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. 27-летние переговоры между Европейским Союзом и странами Южноамериканского торгового блока Меркосур наконец завершились. В Асуньоне, Парагвае, представители ЕС из 4 государств Бразилии, Аргентины, Парагвая и Уругвая подписали соглашение о партнерстве и свободной торговле. Этот договор охватывает рынок, внимания, свыше 700 миллионов потребителей, и по объему торговли ЕС и Меркосур уже превышает 111 миллиардов евро в год. Суть документа такова, что в течение ближайших 10-15 лет тарифы на подавляющую часть взаимной торговли будут снижены или вообще отменены, что и открывает новые возможности для поставок машин, химии, фармацевтики и других промышленных товаров из Европы в страны Меркосур. И наоборот, для сельскохозяйственной продукции и сырья из Южной Америки на европейский рынок. Это важная новость для Германии и европейских экспортеров. В 2024 году, напомню, германские машины, оборудование и химические изделия занимали значительную долю в торговле с Латинской Америкой. Теперь же снижение тарифа может сделать эти товары более конкурентоспособными за счет снижения издержек на пошлины для европейских производителей. Однако эта сделка не просто экономическое соглашение. Внутри Европейского Союза она подчеркивает изменение стратегических приоритетов, то есть после серии торговых ограничений со стороны Соединенных Штатов Америки, из-за которых европейские компании пересматривали рынки сбыта, Брюссель ищет более широкую диверсификацию внешней торговли. В парламенте ЕС подчеркивают, что расширение партнерства с Южной Америкой помогает уменьшить зависимость от двух крупнейших игроков – от Соединенных Штатов Америки и Китая.
Подписание договора – это еще не конец истории. Теперь документ должен быть одобрен Европейским парламентом и ратифицирован всеми странами-участниками Меркосур, чтобы вступить в силу. Пока процесс ратификации идет медленно, и на него влияют как политические, так и экономические споры внутри ЕС. Одни из самых острых разногласий сегодня связаны с сельским хозяйством. Французские фермеры и аграрное лобби выражают опасения, что снижение барьеров приведет к притоку дешевых импортных продуктов, например, того же мяса и сои, которые смогут составить конкуренцию европейским производителям. Эти опасения отражают реальную проблему. При росте импорта цены на рынке могут снижаться, но это чревато давлением на доходы фермера и изменением структуры аграрного сектора. Кроме того, соглашение содержит экономическую и политическую составляющую. Оно включает положение об устойчивом развитии, борьбе с вырубкой лесов, защите прав работников и укреплению диалога по климатическим вопросам. Это попытка учесть те критические замечания, которые ранее тормозили продвижение этой сделки. Истории стран-участника показывают разную реакцию. Например, в Бразилии соглашение воспринимают как шанс ускорить доступ к европейским рынкам и привлечь инвестиции, в частности в мясной и сельхозсектор, а также в электронику и промышленное оборудование. В Германии среди экспортеров уже ведутся расчеты о том, какие отрасли смогут увеличить объемы поставок в Латинскую Америку при снижении обменных барьеров. И мы с вами сегодня должны уяснить важный урок, что надежные торговые связи требуют компромиссов и гибкости. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.